Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Сегодня 14 июня 2026 года. И я вспомнила, что я не записывала вам видео про то, что растет в моем саду, в огороде в этом году. В прошлом году у меня было целых 2 таких видео. За это время очень много что поменялось. Появились новые растения, какие-то там погибли, что-то выросло, что-то не выросло. Мне очень хочется все вам показать. Вон там Вася ходит. И надо мной сейчас лазает Буся. Вот. Она тут играется рядом. Бусечка, Буся. Ко мне пришла Буся. Бусюш, запишем с тобой, что у нас растет в саду и огороде. Бусь. В общем, нам с кошками есть что показать, что у нас растет в этом году и в каком оно состоянии. Потому что из года в год растения меняются, что-то очень сильно вырастает, что-то погибает и так далее. Ну или что-то появляется новое. Ой, белка бежит. Только хочу вас предупредить, что все мои видео снимаются спонтанно, ничего не вылизывается перед тем, как снять. Идеальной картинки я вам не смогу показать. У меня где-то не выкошена трава. Кошу я ее практически каждую неделю. Даже несмотря на это, я просто за травой не успеваю. И кошу я не сразу весь участок, а по мере наличия у меня свободного времени и насколько хватает аккумулятора, зарядки аккумулятора в моем триммере. Хватает мне зарядки аккумулятора в триммере на час где-то. А потом зарядка садится, и я иду отдыхать или заниматься какими-то другими делами и кошу, например, на следующий день другую часть участка. И вот так вот постепенно, потихоньку я выкашиваю понемножку что-то где-то, а что-то где-то остается невыкошенным. Не успела я выкосить, например. И трава растет со скоростью света, друзья. У нас здесь это так, к сожалению, в Нижегородской области. В общем, приглашаю вас прогуляться по моему саду, по огороду. Расскажу и покажу вам, что и где у меня растет в этом году. Начну, пожалуй, с участка перед крыльцом. Здесь у меня, как видите, появилась костровая зона. Подробно я рассказываю про эту костровую зону, как она создавалась у себя в платной подписке ВКонтакте. Если кому-то интересно, можете пройти, посмотреть, почитать. Или вот просто я вам могу показать. А вот здесь у меня клумба, которая стихийно заполняется какими-то непонятными цветами, которые привозит мама, либо дают мне соседи. Что-то цветет, что-то не цветет. Но вот в данный момент цветет вербейник у меня уже. Или вербена, я точно не знаю, как она называется. Очень красивые у нее желтые цветочки. Мне они очень нравятся. Желтый цвет люблю. Вот здесь у меня из рассады высажены гелихризиумы. Они взошли, как это ни странно, прижились на клумбе. И я жду осенью, когда появятся цветы от них. Вон там у меня 2 пиона, которые почему-то не цветут 2-й год. Я их буду пересаживать в другое место. И надеюсь, что им там будет лучше в другом месте. Здесь у меня тоже стихийно растут какие-то цветы. Вот, например, ландыши у меня здесь растут, вот здесь тоже. Но в этом году они почему-то не цвели. Вот здесь у меня начинает заниматься, как это называется? Календулу. Календулу мне соседка давала. Вот здесь она начала уже разрастаться. И к осени будут у меня тут красивые цветочки. Папоротник себя чувствует прекрасно. Он распушился, распирился. И можжевельник-дружок, ему хорошо, единственное, что его нужно немножко освободить от плена травы, хотя я здесь косила, но вот 5 дней назад здесь выкошено все, вычищено было. Значит, вот здесь у меня вдоль забора растет жасмин, снежная буря, посмотрите, как он разросся, я его даже немножко подвязала. В прошлом году он был совсем малышом, а в этом году уже большой. Но цветов с него я пока не вижу. Возможно, они появятся чуть позже или даже в следующем году. Вот здесь у меня возле костровой зоны растет спирея, которая уже отцвела.
И разрослась дикая малина. Я ее не стала отсюда убирать. Она, кстати, очень вкусная. Я здесь с нее собираю ягодки. Немного я ее подвязала, но она опять упала. Сейчас утро. Я показываю вам свой сад и огород утром. Вот здесь у меня растет облепиха. В прошлом году она плодоносила, а в этом году почему-то на ней ягодок нет. Но, видимо, она не каждый год плодоносит. В этом году я даже зеленых не вижу. Хотя я, может быть, не приглядывалась, не знаю. Нет, не видно в этом году. Вот здесь у меня растет целый ряд роз, 5 штук. 2 розы, к сожалению, зимой погибли. Но у меня в этом году еще 2 розы появилось. Вот эта вот розочка кораллового цвета, она уже, к сожалению, отцветает. Я вам здесь ставлю картинку, как она выглядела в пик своего красивого цвета. Но, надеюсь, еще будет этот куст цвести у меня. Она так вкусно пахнет. Вот ко мне Кноп пришла. Кноп, ты тоже хочешь показать розу? Вот здесь у меня растет роза. Я не помню сорта, к сожалению. Сажала ее в прошлом году очень поздно, по-моему, в августе. И я даже не видела, как она цветет. А в этом году она набила бутон. И я жду, когда он расцветет, чтобы посмотреть, какого цвета будет. Потому что каждый раз, когда на Вайлдберрис заказываешь саженцы, это целый сюрприз. Вот здесь у меня разрослась роза Винчестер Кафедрал. Она уже у меня растет 3-й год. И бутоны у нее появятся где-то к концу лета или к середине лета. Ну, пока она распушилась, ветки распустила. Очень живучая, кстати, эта роза. Вот здесь у меня будет цвести желтая роза, которую я тоже в прошлом году сажала. Я, к сожалению, сорта не помню. Но тоже у нее красивые такие желтые цветочки. Вот она бутоны уже набила. Вот много бутонов, 3 бутона целых. Вот здесь у меня цветет роза. Эту розу мне подарил подписчик Александр. У него, кстати, 2 бутона. Вот второй собирается цвести, а первый уже отцветает. Тоже я ее показывала в каком-то видео своем. Здесь вставлю картинку. И кошки здесь все собрались, конечно. Возле меня ходят. Значит, идемте дальше. Здесь у меня лавочка. Возле лавочки у меня стоят горшочные растения. Вот здесь мне давали... Перчик острый растет, соседи давали. Он у меня растет в горшке, но я его выгуливаю летом на улице. Вот здесь у меня горшочная мята, тоже выгуливаю на улицу. Зимой, конечно, все эти горшочки у меня стоят на подоконниках. Здесь мне какой-то цветок дала соседка. Я его тоже не стала высаживать в грунт, потому что я его выкашу. То есть я не знаю, что это за цветок. И чтобы он сохранился, он у меня растет в горшке, короче. А вот здесь вот заячий хвост я сажала. Зашел только 1 цветочек, к сожалению. Вот. И посмотрим, что вырастет. Так, огород мы посмотрим чуть позже. Я вам покажу потом его, но сначала сад. Здесь у меня зона кустарников плодовых. Значит, весной этого года я посадила 2 сорта жимолости. Я вам уже их показывала, да, в предыдущем видео, где я езжу в питомник, рассказываю вам, какие сорта. Можете посмотреть. Здесь у меня растет крыжовник, красная смородина. Это, по-моему, черная смородина. У меня появилась ремонтантная малина. В этом году мне привезла подписчица. Я ее посадила. И она у меня вроде как прижилась. Вот, смотрите. Листочки распушила, вроде прижилась. В следующем году ждем урожая. Вот здесь Мася пришла. Ты мой сладкий. Мася меня отвлекла. Короче, здесь ремонтантная малина. Вот верите, нет, вот эту траву я косила, буквально 5 дней назад. Она опять выросла. В общем, вот. А еще вот здесь у меня растет малина, которую я привезла из барской усадьбы. Возле церкви разрушенной эта усадьба находится. Если кто не видел предыдущее видео, где я показываю разрушенную церковь 18 века, там было село, сейчас оно не то что заброшенное, уже там нету, но там барские сады были, там вековые яблони, кстати, растут. И, в общем, оттуда я выкопала вот эту вот малину из барской усадьбы, и она у меня теперь растет на участке. Она дикая, в ней нет чего-то такого особенного. Каждый год она завязывает ягоды. Я каждый год радуюсь, потому что, все-таки раритетная малина, да, не просто какая-то, а раритетная. Она из года в год там растет, может быть, века уже разрастается. Мне прям приятно, что она у меня на участке растет. Вот здесь у меня бузина, кустик бузины. И здесь вот по всему кругу вот черная смородина, крыжовник.
Вон там крыжовник, там черный смородина, вот здесь крыжовник. А вот здесь ряд черных смородин у меня, вот в этом месте. И вот здесь вот виноград. Виноград я осенью прошлого года забыла обрезать. Нужно было его обрезать, сделать лозы, но у меня не хватило времени. Я думала весной это сделать. Весной у меня начался ремонт, ну и как всегда. В итоге он зарос вот так вот. Здесь для него арка сделана, но он потянулся на соседнюю грушу. Этой осенью, дай бог, у меня будет время, я займусь им. А сейчас он даже цветет. Представляете, сейчас попробую найти цветочки его. Мне так нравится, как он цветет. Может быть, где-то найду. Вот здесь у него есть кисточки уже, но это не завязанные еще, это только распускаться он собирается. Вот здесь видно, как он цветет. Вот, смотрите. Аромат у этих цветков это просто что-то с чем-то. Это как будто, знаете, какие-то утонченные французские духи со свежим ароматом. Цветочно свежим таким. Вроде бы невзрачно, но аромат просто потрясающий у этого винограда. И обалдею от него. Ну и, собственно говоря, вкус у этого винограда тоже очень вкусный. Вкус вкусный. Но обалденный вкус. В прошлом году я с этого винограда собрала очень много ягод. Я даже с соседями делилась. У меня был избыток. Часть я заморозила на зиму, часть съела так, и часть поделилась с соседями, там, с родственниками. В этом году, мне кажется, не так много ягод будет, потому что я не успела его обрезать. Так, идем дальше. Вот здесь у меня растет ряд старых яблонь. Стареньких, которые погибают. Вот, например, вот здесь вот в самых первых моих видео, вы, наверное, видели, росла яблоня с розовыми цветами. Очень старенькая. И, к сожалению, в прошлом году она погибла, ее пришлось спилить. Вот здесь вот какая-то молоденькая дикая яблоня растет. А вон там растут яблони, тоже старые. Вот это, кстати, вкусная яблоня. Вот. И там у меня постоянно сухие ветки под ней, нужно их выпиливать, потому что неудобно косить траву. Кстати, надо сейчас выпилить эти веточки. Так, ветки выпилены, и продолжаю вам рассказывать, что растет в моем саду. Значит, вот это тоже старые яблони. В прошлом году вот эта яблоня была живой, а в этом году она уже стоит сухая. Вот. Я думала, что нужно будет спилить всего лишь сухие ветки, но она, к сожалению, видите, погибла. В этом году ее тоже нужно спиливать. Вот эти вот ветки сухие, я их не достаю, чтобы их спилить. Нужно покупать очень высокую садовую лестницу. У меня пока на нее денег нет, к сожалению. А вот эта груша. Если вы помните, в феврале этого года я ходила на снегоступах. Здесь были огромные сугробы, и я воспользовалась моментом и опилила с нее сухие ветки. И она, представляете, завязала очень много плодов в этом году. В благодарность мне. Вот, смотрите, вот уже маленькая грушка растет. Вот, видите? Вон там маленькая грушка завязалась. Вон там очень много груши завязала она. Короче, она обрадовалась, что я за ней поухаживала, спилила ей эти ветки сухие, и она теперь вся в плодах. В этом году на этой груше будет очень много груш. Так, вот здесь у меня растет ирга. У ирги в этом году тоже будут ягоды. Видите, зеленые они еще пока. Скоро созреют, и я буду кушать иргу в этом году тоже. В прошлом году она у меня тоже давала плоды. Есть вот нижние ветки, с которых мне легко собирать ягоды, а есть очень высокие ветки, до которых я не дотянусь. Там кушают птицы ее. Так, вот это моя баня. Вот здесь, кстати, старая яблоня. Уже спиливали 100 раз с нее сухие ветки, она до сих пор плодоносит. Там у меня в той части сада тоже очень много сухих старых яблонь. Что-то я успеваю спиливать, что-то нет. Вот эта яблоня, например, тоже плодоносит, и каждый год у нее сухие ветки. Вот здесь дикая груша растет у меня, с которой я, кстати, видела, по-моему, пару груш, пару раз. Здесь растет калина, она уже отцвела. И вот там у меня тоже в той части сада очень много яблонь, груш. Но больше груши здесь растет. Вот по этой части участка очень много груш. Тоже очень много было спилено здесь сухостоя. К сожалению, многие деревья погибли. Но они старенькие уже были. И вот здесь вот яблонь немного вот по этой стороне.
В прошлом году у меня был какой-то бум на плодоношение. Если вы посмотрите видео предыдущие мои, я там показываю, что у меня просто все заплодоносило, даже сухие какие-то деревья. Такой вот год был. Я не знала, куда что девать. Кормила всю деревню своими яблоками, грушами. Вот, в этом году, конечно, полегче будет, потому что немножко урожая-то поменьше. Что-то плодоносит, а что-то нет. Вот, дальше идем. Эту траву вот здесь вот я косила, 5 дней назад буквально. Она мне уже выше щиколотки. Ой, как она быстро растет. Я не успеваю, короче, за ней. Здесь, кстати, у меня есть старый крыжовничек, который я обрезала в этом году. Он плодоносить начал. Вот. Вот здесь у меня небольшое поле, скажем так, того, что у меня не поместилось на огороде. Здесь я сажаю картошку. Мама просит все время меня посадить картошку. Вот растет в этом году у меня здесь картошки немного. Здесь я посадила тыковки. По-моему, 11 кустиков у меня растет в этом году. Надо будет их полить. Тоже выпалывать надо. Вот. Кабачки я, кстати, посадила в этом году. Они у меня не взошли. Я думаю, ну и слава богу, поменьше работы будет. Вот здесь снова картошка. И вот здесь другой какой-то сорт. Она у меня плохо зашла. Тоже картошка здесь. Вот здесь мне больше нравится вот этот сорт. А здесь у меня растет кукуруза, которая тоже не вся взошла, к сожалению. Но какая-то взошла. Вот, и слава богу. Немножко у меня ее здесь. Тоже нужно ее полоть уже. Здесь у меня растет, если вы помните, кедр, грецкий орех, шелковица. Вот здесь, кстати, вот эта вишня. Против солнца снимаю, наверное, ничего не видно. Вот рядом с голубыми елями это заросли вишни. Здесь у меня лесная зона. Деревьев высажено очень много таких. Берез, елей, липы, кстати, здесь у меня тоже растут. Голубые ели, лесные ели, всякие виды елей. Еще какие-то клены. Ну, в общем, очень много разных лесных деревьев. Вон там тоже у меня старые яблони и груши. Вот здесь я выкидываю сухие ветки и не всегда выкашиваю крапиву. Иногда я ее оставляю для бани. Вот тут кто-то бегает в кустах. Ой, лягушка. Вот это у меня грецкий орех. Вот так в этом году разросся. Вот он с каждым годом становится все больше и больше. И радует меня своим запахом. Это вот потрогаешь его листья и сразу вспоминаешь бабушку. Потому что бабушке все было в грецких орехах. И он очень пахнет йодом. После этого руки у него йодом пахнут. Так, ну кедр. Что с кедром у нас тут? Кедр вот у нас тут. Кедр растет, все с ним хорошо. Я оставила специально здесь высокую траву ему, чтобы он не выгорал на солнце. Вот, видите, у него макушечка какая разрослась уже. Хотя вот здесь вот сухие у него иголки. Но он, видите, вот здесь веточку пустил. Вот здесь специально на колышки поставила, чтобы его не потерять. И иногда вешаю на него шапочку от солнца. Но это было, когда травы еще не было. Сейчас трава его затеняет, и хорошо. Вот здесь у меня разрастается... шелковица высокорослая. Не знаю, выживет или нет. Она каждый год какая-то очень хиленькая. Вот она еле-еле душа в теле. Что-то мне какие-то листья показывает. Вот. Но надеюсь, что вырастет. Посмотрим. Ну и здесь я вам уже 100 раз показывала свою лесную обитель. Здесь я иногда, кстати, сижу. Надо сухие ветки вот здесь убрать. Иногда притаскиваю сюда садовое кресло, сажусь и здесь наслаждаюсь тишиной. И здесь так вкусно пахнет, это невероятно что-то с чем-то. Здесь черемуха почему-то расти начала. Надо ее отсюда убрать. Здесь невероятные запахи. Аромат просто потрясающий. Я не знаю, как передать вот от этих елей какие-то фитонциды, что ли. Я прям какой-то зеленью, какой-то... Ой, я не знаю, как передать. Но очень вкусно, короче, пахнет. И вид отсюда прекрасный. Я иногда сижу здесь, монтирую видео. Вот здесь вот сажусь, смотрю с этим видом на поля, на луга, на леса близлежащие. И
И наслаждаюсь фитонцидами от голубых елей, которые здесь посадил в свое время Анатолий Михайлович, первый хозяин этого дома, который построил этот дом и посадил этот сад, кстати. Вот, спасибо ему большое. Так, ну вот, Буся за мной пришла. Буся, ты что за мной ходишь? Буся за мной ходит. Так, ну идемте дальше, огород смотреть, да. Вот здесь я, кстати, забыла вам показать. У меня растет малина старенькая. Вот все против солнца снимаю, не получается по солнцу. Здесь у меня небольшой малинник, и здесь я его подвязала. В этом году малины не будет не так много, но будет. Вот здесь вот малинка у меня. Малинка. Идемте дальше. Вот смотрите, вот здесь я выкосила. Пожалуйста, как красиво, да? А вот здесь у меня было выкошено 5 дней назад. Опять все заросло. Вот сегодня я снова буду косить. Благо у нас скоро немного будет прохладнее и будет легче это делать. В этом году, кстати, у меня опять будет очень много черной смородины. Сейчас я вам хочу показать. Вот, посмотрите, сколько черной смородины в этом году. Опять будет много. Я ее не особо, конечно, люблю, но она у меня растет с избытком на участке. Делюсь с соседями. У них пока нет своей черной смородины. Они мне приносят в благодарность потом какие-то заготовки из нее. Крыжовника тоже у меня завязалось очень много. Так вот. Вот этот куст я подвязывала весной. Он у меня распластался опять весь по земле, несмотря на то, что я его подвязывала. Вот под тяжестью плодов, видите, как много этих плодов. Ну, короче, очень много плодов крыжовника тоже в этом году будет. Все кусты крыжовника в крыжовнике. Зачем так много крыжовника? Я не знаю, но он растет и растет. Вот. Ой, какой аромат от винограда исходит. Это что-то с чем-то, друзья. Я вот здесь стою, просто потрясающе. Вот духи бы такие придумать. Красная смородина, кстати, у меня завязалась тоже. В этом году будет ее много. Смотрите, красной смородины тоже в этом году будет очень много. Кстати, красная смородина тоже росла в саду у бабушки в станице Краснодарского края. А вот здесь мы с мамой в 23-м году сажали крыжовник. Кто-то нам давал крыжовник без колючек. И в этом году он уже плодоносит. Вот видите, смотрите, какие-то ягодки с него есть в этом году. Крыжовник без колючек, я не знала, что такое бывает. Оказывается, бывает. Вот. И в этом году я с него даже ягоды попробую. Вон, видите, очень много их. Так, ну что, идемте на огород, посмотрим, что у меня там на огороде. Не ругайте только меня, потому что мне не всегда есть время заниматься огородом. Но по мере возможности и времени я, конечно, им занимаюсь. Значит, вот здесь у меня растет чеснок. Чеснок я люблю, он меня всегда пышет просто. От любви моей, видите, как разросся красиво. Вот здесь у меня начинает зацветать горох. В этом году я его посадила очень много. Очень. Целую грядку вот такую длинную. Вот, видите. И вот он уже цветет. Видите. Скоро у меня будет горох. Я обожаю горох, друзья. Я не знаю, почему в предыдущие года я его сажала очень мало. А в этом году он меня порадует. Вот на этой грядке у меня, кстати, вот здесь растет всякая зеленушечка. Крест-салат, который я уже практически съела. Его тут и не видно, обрезала. Шпинатик. Люблю очень шпинат. Укропчик, петрушка всходит вот здесь вот. И редиска. Вот опять против солнца снимаю, неудобно. Редиска, я тоже уже ее практически съела. Ну, чуть-чуть осталось, доем. Ну и что, переходим к самому главному. Это мои огурцы. Смотрите, какие красавцы. Они уже просятся, чтобы я их подвязала. Кстати, у меня кто-то сгрыз 2 огурца. И вот здесь вот откусили и унесли куда-то. Я не знаю, кто это сделал. Я посадила новые. И вот у меня молоденьких 2 еще взошло. Будут еще поздние огурцы у меня в этом году. И такие. Здесь надо прополоть. Здесь грязно между грядками. Здесь у меня перчики. Перчики у меня тоже начали зацветать. Какие-то только набивают бутончики. Вот видите. А какие-то уже даже цветут где-то, я видела. Вон там даже завязался перчик. Видите? И цветет, и завязался тоже. Ну, какие-то только-только начинают, а какие-то уже вон плоды завязали даже. Здесь у меня баклажаны. Баклажаны почему-то каждый год, они у меня в начале лета хилые, с желтыми листами. И разрастаются только к августу месяцу. И начинают плодоносить очень поздно. Я не знаю почему, кстати, их надо прополоть. По какой причине, не понимаю.
Ну вот один только себя прекрасно чувствует, остальные так себе. Ну не знаю, надо, может быть, как-то изучить, как их сажать. А вот здесь у меня лучок растет. Совсем немного лука я ем. Немного, ну и зеленого, и такого на зиму сажаю. Покушать тоже. Здесь, кстати, я хотела посадить морковь, но у меня вот здесь выросла трава, поскольку некогда было заниматься посадками, начался ремонт и так далее. О, я сейчас вам покажу клубничка. У меня клубничка на моей любимой грядке уже начинает созревать потихоньку. Сейчас вам покажу. Вот. Посмотрите, скоро я буду есть клубнику, но она еще не до конца созрела. У нее зелененькие еще кончики, но вот уже ягодки-то и будут. Вот видите, на разных кустах. Гусь идет. Вот это вроде бы грядка большая, да, у меня здесь 5 метров. Но мне кажется, ее мало для меня. Потому что я как саранча, как только она начинает созревать. Вот, пожалуйста, Мася, белка, Мася. Эти мои сладкие киси. Вы пришли мне помогать. Вот белочка нюхается с Маськой. Маська шипит на нее. Мася, что ты шипишь? Вот это, кстати, черешня желтая. Вот так она у меня разрослась. Кто видел мои видео от 24 года, где я ее только сажаю, она была совсем маленьким деревцем, а теперь вот большая. В этом году она не цвела почему-то, цвела только в прошлом. В прошлом году я попробовала с нее одну ягодку. В этом году она почему-то не будет плодоносить, но будем ждать следующего года. Про клубнику я забыла рассказать. 5-метровая грядка, казалось бы, куда уж такая большая, но мне ее не хватает. Я все время как саранча эту клубнику ем. И мне кажется, надо будет еще одну грядку клубники делать. Мне вот этой мало. А вот здесь у меня растет дикая клубника, земля клубника, которую сажали, наверное, еще первые хозяева этого дома. Я ее убирать не стала. Она такая мелкая, но ароматная. Вот здесь она уже завязалась тоже. В этом году ее будет много, как всегда. И растет она в такой вот траве высокой. Я поэтому ее не скашиваю. Я не знаю, как ее пропалывать, чтобы она росла без травы, но, похоже, это невозможно. Потому что я уже по-всякому пробовала ее выпалывать, но, к сожалению, трава – это симбиоз с этой клубникой. Вот здесь у меня все время какие-то заросли. А вот здесь, сейчас я вам покажу, за черешней у меня стоит клумба, улей, точнее, высокая грядка. Здесь растет какой-то сорт клубники, который я не запомнила, может быть, черный принц. Здесь я также высадила с горшков. Вот, кстати, надо будет полить. Землей все засыпала. Здесь я посадила орегано. У меня рос он в горшке. Рассада я его выращивала через рассаду. А вот этот тимьян растет. Тоже нужно полить. А вот это я не помню. Тоже какой-то цветок или пряное растение. Забыла. А вот здесь у меня ремонтантная земляника уже вот так разрослась. Барон Салимахер, но она почему-то не цветет. Высаживала тоже из семян в рассаде. В горшке она у меня росла сначала на подоконнике с зимы. Но дала пушистые листья, но не цвела. Может быть, в следующем году зацветет, не знаю. Говорят, что она плодоносит до самых заморозков. Так, вот здесь у меня еще какой-то сорт клубники в улье растет. Я не запоминаю. Вот, надо будет смотреть свои предыдущие видео и узнавать, что за сорт. Вот такие ягоды завязала она в этом году. Вот здесь тоже у меня какой-то сорт клубники, который я не помню. И тоже с ягодками, видите. Вот мне так нравится, когда они свисают с высокой грядки. Красиво. Ну, в общем, у меня сортовая клубника. Здесь эксперимент, можно сказать. Я смотрю, какая мне понравится по вкусу, такое оставляю. Но пока мне очень нравится вот та Азия Альба сорт. Слушайте, так неопрятно выглядит вот этот парник. Мне так он не нравится. Наверное, в следующем году я буду делать подобные парнички, как у меня вот здесь. Вот здесь у меня стоят парники для томатов. Наверное, такие же я сделаю в следующем году для огурцов и перцев. Но в этом году у меня здесь растут томаты. Значит, здесь у меня помидорки высажены стихийно. Был ремонт, мне некогда было думать, как их сажать. Выросла у меня рассада помидоров очень много, пришлось их пихнуть в эти маленькие парнички. Заодно у меня получается эксперимент, да, что у меня здесь вырастет. Надо, кстати, пасынки у них обрезать. Вот здесь у меня вместе с томатами растет базилик. Смотрите, как он роскошный. Надо испечь, кстати, пиццу. Хочу пиццу с базиликом, сыром.
Вот здесь с этой стороны так вот выглядит теплица. Очень много, смотрите, разрослось томатов разных сортов. Растут они у меня тесно. Вот здесь вот уже цветет. Помидорки черри у меня здесь зацвели уже. Вот они дали цветочки. Они, видите, раскустились. Им здесь нравится очень, понимаете. Вот этим помидоркам нравится в этих тепличках. Но им очень мало места. Но даже несмотря на то, что им мало места, они уже цветут. Смотрите, как они уже цветы дают. Разные сорта. В общем, о сортах своих томатов я рассказывала вам еще весной, что я буду высаживать. В общем-то, вот они все выросли, и я не знаю, что с ними делать. Ну, точнее, знаю. Сегодня я буду обрезать с них пасынки. Здесь очень много пасынков у них наросло. Особенно вот этот томат, он прям жирный такой вот вырос. Какой-то, я не знаю, в общем, заросли, друзья. Я буду убирать лишние ветки, лишние листья сегодня. И надеюсь, у меня что-то в этом году заплодоносит. Здесь очень много, кстати, бычьего сердца. Я его очень люблю, разных сортов. И полосатое бычье сердце, и рязанское бычье сердце. Очень много пасынков у них выросло. Надо вот это вот все обрезать. Смотрите. Сейчас вот сниму это видео и пойду обрезать пасынки. Вот так вот выглядит теплица у меня сейчас с томатами. Конечно, это очень красиво. Но в следующем году я, конечно, томатов буду сажать поменьше. В этом году мне просто было жалко выкидывать излишки, и я все-таки их посадила в теплице, причем на скорую руку, поскольку начинался ремонт. Мне некогда было думать, куда их высаживать, в открытый грунт, в теплице или еще куда-то. Наверное, в конце лета я сниму специальное видео и покажу вам, какие плоды у меня с томатов в этих теплицах будут. Если будут. Но я надеюсь, что будут, потому что они все-таки цветут. Вот это, кстати, черная черешня ленинградская. В этом году она почему-то у меня засушила макушку. И эту макушку мне пришлось обрезать, залить садовым варом ее. Но вроде живая стоит. В этом году она тоже не плодоносит, к сожалению. Плодоносила в прошлом году. Я пробовала, по-моему, ягод 5 с нее. Вот такой огородик у меня небольшой, друзья. Еще здесь мяту забыла показать. Вот здесь у меня мята растет. 2 вида мяты. И даже я мелиссу высадила. Вот эта мята, ну давай резкость. Очень вкусная, тонкий аромат у нее. Не помню, как называется. А вот этой мяты очень ядреный аромат мне привозила мама откуда-то. Тоже высаживали вместе с ней мы. Здесь у меня ее целая плантация. Я каждый день практически на ночь пью чай с мятой. Вот здесь я посадила мелиссу, которая приживается у меня пока. Не знаю, вырастет что-то с нее, нет ли. Вот с этой яблони, кстати, самые вкусные яблоки. Она как шатер здесь над лавочкой стоит, так мне нравится. Все время там тенек, можно сесть после огородных работ, отдохнуть. Вот здесь я забыла показать, у меня лимонник китайский уже дал усы. Видите, усы уже растут. С него я даже подвязала его немного, и он начал плестись уже по груши. Так, друзья, кроме роз, я забыла вам показать, у меня здесь вот есть еще подсолнухи растут. Вот здесь целая стена подсолнухов, которые я буду использовать для букетов. Будут маленькие такие подсолнушки. Но вот здесь у меня растет вишня-шоколадница. В этом году, помните, ее посадила, да? И вот здесь еще одно дерево, вишня-шоколадница. Это 3-леточка, она совсем еще молоденькая. Но я надеюсь, в следующем году уже от нее буду кушать ягоды. Вот, а это мои подсолнушки. Я жду, когда они расцветут. И буду делать из них летние букеты. А вот здесь растет сакура. Сакура — это дерево, вишня тоже мне подарила моя подписчица. Надеюсь, что вырастет из нее большое дерево. Посмотрим. Так, друзья, ну а мы с вами идем обрезать пасынки у помидоров, у томатов. Не знаю, как правильно сказать, потому что они уже заросли прилично так. В этом сезоне пасынки у томатов я обрезаю уже 2-й раз, хотя, наверное, нужно было почаще это делать, учитывая то, что у меня томаты высажены очень тесно. Но что поделать, я высаживала рассаду тогда, когда еще не знала, что у меня будут новые теплицы в этом сезоне. Я планировала высаживать томаты, как обычно, на высокие грядки. Но когда было решено все с теплицами, я их планировала так, чтобы они были маленькими, компактными,
компактными, чтобы они помещались на мой миниатюрный огородик. Кстати, тут кто-то в комментариях постоянно пишет: Наталья, у вас же так много места на участке, 38 соток, можно посадить сколько угодно. Но, друзья, огромные площади различных посадок мне не нужны. Во-первых, потому что я одна все это кушаю, а много я не съем. Даже если все раздать родственникам, поделиться с соседями и так далее, это будет все равно слишком много. Да и потом огород у меня стоит прямо рядом с домом. Это очень удобно, потому что из дома у меня выходит вода для полива как раз. Вот одним шлангом я могу полить весь огород. И не нужно бегать далеко куда-то с лейками. Поэтому место под огород я не планирую расширять, а планирую только сделать его более компактным. Вот, например, я уже задумалась, что в следующем году я, наверное, еще пару теплиц таких высоких поставлю. Посажу туда немножко огурчиков, немножко перчиков и баклажанов. И мне этого вполне достаточно будет. Ну а томатов я буду высаживать рассаду поменьше, конечно, в следующем году. Вот здесь я продолжаю совершенствовать схему своего участка, в том числе и огорода, в удобной программе «Ландшафтный дизайн 3D». О ней я подробно рассказываю в предыдущем своем видео про новые теплицы. Если вам интересно, что это за программа, там я про нее подробно все рассказала. Пройдите, посмотрите еще раз. В общем, в следующем году у меня будет более усовершенствованный огород. И мне кажется, вообще этот процесс нескончаемый. Это, знаете, похоже на некое такое творчество на своей земле. И, наверное, очень хорошо, что это не заканчивается, потому что нет предела совершенству, друзья. Постоянно я буду что-то улучшать на своем участке. Но здесь я решила срезать себе базилик, потому что планирую приготовить с ним пиццу. Базилик я в этом году сажала вот такой вот темненький, он очень ароматный. Мне он почему-то нравится больше, чем зеленый. Этот сорт я не помню, как называется. У меня растет 4 кустика базилика. Пиццу я готовлю достаточно просто и быстро. Из того, что есть в холодильнике. Вот здесь в холодильнике я нашла замороженное дрожжевое тесто. Разморозила его, раскатала по противню и намазала майонезом. А до этого я потушила филе индейки на топленом масле с луком. Добавила туда специи, куркумы, соевого соуса. Получилось очень вкусное тушеное филе, которое я потом выложила на вот эту вот пиццу. Затем я потерла туда сыр пармезан, обильно так потерла. Добавила туда рукколы и украсила все это листиками базилика. Друзья, обожаю базилик в пицце. Попробуйте обязательно. Попробуйте вообще всякой зелени побольше добавлять в пиццу. Вы не пожалеете точно. В общем, завернула края у пиццы и отправила в духовку. И снять я это все не успела, друзья, когда это было все готово, потому что я все это съела. Но зато я вам здесь успела снять костровую зону в процессе эксплуатации. Мне очень нравится шашлык на этом мангале, потому что на кирпиче он получается гораздо более сочным, вкусным. Неожиданно для меня. Я думала, что на мангале вообще, в принципе, вкусно все. Оказывается, вот на таком вот кирпичном гораздо все вкуснее. Там все пропекается. В общем, романтика у меня теперь перед домом. И закатом любуюсь, и костром на своем новом мангале. Очень удачно я печку сломала, очень удачно у меня тут кирпичи попались, и песок, все совпало. В общем, совпадение не случайное. Ну вот, пожалуй, все, друзья. Я вам показала, что растет на моем участке, хотя я не успела все охватить своим вниманием. Вот сейчас, пока я озвучиваю это видео, я вспомнила, что, оказывается, у меня в этом году еще ежевика была посажена, а снять я ее забыла. Вот, возможно, покажу ее в следующем видео. Если вам будет интересно, напишите, кстати, в комментариях. И вообще, пишите ваши вопросы в комментариях, что вам интересно еще посмотреть на моем участке. Возможно, об этом я сниму подробно следующее видео. Но на сегодня все, друзья. Всех благодарю за ваше внимание, за лайки, комментарии, подписки, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.